Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп еженедельный с 26 февраля по 3 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Основная тема или основные вопросы и неожиданности, что важно знать на эту неделю. И я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, или вы, допуская как раз альтернативные варианты развития событий или нашего восприятия, сможете какую-то свою историю жизненную просчитать на пару шагов вперед. Что для вас, мои дорогие стрельцы, как видят карты, какие подсказки, какая ситуация может сложиться, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь. Что же будет важно? Ну, условно, есть какой-то выбор. Или, может быть, мои дорогие, двойка жезлов, есть ожидание. Направо мне идти или налево? Ну, или где-то чему отдать предпочтение? Может быть, это сама по себе такая, словно пауза, когда вы ожидаете, правда, важных бумаг или решения какого-то вопроса, который от вас не зависит. И когда это решится, тогда словно я и старт могу брать. Может быть, и такая, как будто заминка, да? Или вот надо делать как будто выбор, но выбор сделать сложно. И где-то карта, она нас не торопит. Карта больше нам говорит об умелом взаимодействии, о какой-то дуальности в течение этой недели. Может быть, где-то и придется посидеть на двух стульях одновременно. Видимо, это важно знать. Давайте чего не избежать. Ну вот, может быть, по поводу затянувшегося, кстати, какого-то ожидания могут вас, мои дорогие стрельцы, одолевать сомнения. Или мы можем начать глубокую философию. Так бывает, когда какая-то пауза словно затянулась. Мы не видим выхода или не получаем решения. Иногда бумаги какой-то не получаем. Нам приходится ходить по инстанциям из одного кабинета в другой. Вот такое тоже может быть. Ну, значит, нужно проиграть все козыри или все варианты возможные и где-то не торопить себя. Видите, две карты говорят о возможных заминках и где-то нашем таком глубокомысленном самоанализе. Но всегда девятка мечей, это девятка мечей так выглядит, она нам подсказывает: не время в себе сомневаться, не время думать, что какой-то наш прежний опыт, который связан с ощущениями и эмоциями, нам поможет. Нет, увидеть какую-то реальность, то, что есть по факту. Быть реалистом, наверное, и материалистом отчасти, потому что, говорят, факты вещь упрямая. Если мы видим беспристрастно, не добавляя как раз вот этих ощущений и эмоций, для нас какая-то ситуация может быть очень очевидна. Нет как таковых внезапностей, как будто, кроме тех, которые мы сами себе надумать можем. Тут вот, понимаете, девятка мечей, пусть не в этой колоде, в других колодах, карта ночного кошмара еще так называется. И у кого-то неожиданностях буквально бессонница, мои дорогие, может быть, когда полночи мы там думаем, анализируем, без конца гоняем по кругу свои мысли, но мы-то ничего не придумаем, понимаете? И правда, могут быть какие-то задержки или вот такая неспешная неделя, от которой кровь закипает в жилах, что какой-то вопрос затягивается, не решается, но как будто ускорить не получится. Все-таки какое-то правильное взаимодействие с тем, что к вам пришло на порог буквально, или с той информацией, которую вы получили. Чему сейчас не время? Не время долгосрочным планам. Тут что-то будет определяться. Нам уже об этом сказали. Карта звезда. Для кого-то из вас не время переезжать, может быть, очень далеко. По крайней мере, не в разрезе этой недели. Сама по себе карта положительная. Это карта правильного направления лет на 10-20. Вот почему я и сказала, что пока не время вот этот долгосрочный план себе продумывать поэтапно. Или думать, кстати, о том, что то, что где-то от вас далеко, оно может манить. Или думать вот как раз, что где-то здесь
ну, у меня все не получается, а там как будто и солнце ярче, и трава зеленее. Там тоже какие-то будут нюансы, которые придется решать на месте. Если у вас, правда, планируется переезд, ну, наверное, иллюзий каких-то точно не следует себе рисовать по поводу того места, куда вы собираетесь переезжать. Там будут, точнее, какие-то дела на злобу тех событий, которые там будут состояться, может быть. Ну, где-то не замечтаться, не думать, что какой-то вопрос решится сам по себе. Может быть, и есть какая-то заминка, но, видимо, участие ваше, оно не отменяется. Что же вам помогает манипулирование? И карта мага нам хочет сказать, что в целом у вас очень сильная позиция, мои дорогие стрельцы. Но умелое взаимодействие с окружающими. Ну, где-то и манипулировать придется. Может быть, люди то же самое делают. И даже если карта мага говорит о вашей ресурсности на данной неделе, все равно будет очень важно, понимаете, ведь сама по себе карта холодная. Это рациональный расчет. Это какая-то логика, это хладнокровие в жизненных ситуациях, когда мы сталкиваемся с людьми, так и когда я поставил себе цель, и я должен ее достичь. И если мы говорим, что все решают люди, двойка жезлов как раз о правильном взаимодействии, может быть и придется, правда, и вашим, и нашим, где-то подыгрывать. Но какой-то ваш план, он должен получиться, даже если есть какие-то сомнения или заминки, мои дорогие, что скрыто. Вот посмотрите, насколько красноречивые карты. Карта Солнца. Вы можете не видеть своего Солнца. Это Солнце может превращаться для вас, как знаете, ведь это прообраз нашего эго. А эго это иногда сопряжено с нашими эмоциями, которые рвутся наружу. Или, ну, с тем, что мы хотим осуществить. И где-то вот это желание, оно может мешать увидеть реальность. Правильно, опять же, провзаимодействовать с тем, что есть на данный момент. Поэтому мы можем как будто от чего-то отказаться за 5 минут до победы. Даже если какие-то вопросы не решаются, как будто вы, мои дорогие, можете не видеть своего собственного солнца. Вам нужно, может быть, действовать придется совершенно по-другому. Вот как маг. Он не действует в открытую, это правда. Вот и вам, может быть, скорее всего, для осуществления вашего желания принимать какое-то Соломоново решение придется. А если вы будете настаивать на своем, ничего не получится. Вот я могу такое допустить. Или вы устроите себе какой-то анализ, исходя из прежнего опыта, а он вам тоже не поможет. Тут есть какая-то задача, которую нужно решать совершенно по-другому. Поэтому это и помогает, когда видим альтернативные варианты, как возможности развития событий, и просто принимаем какую-то реальность без наших установок или наших предубеждений, может быть, или стереотипов. Вот это все важно. Что-то на кону, это как ваше счастье, понимаете? Ну, может быть, это решение не то, которое вы принимали прежде, или вы с чем-то соглашались, или, может быть, вы на чем-то, повторюсь, настаивали, или бы вы резко от чего-то отказались, а здесь нет, здесь игра по новым правилам, и вписаться будет для вас, ну, где-то не просто важно, а качество жизни вы можете изменить совершенно по-другому. По сути, это изменить себя, уйти в другие энергии. Потому что карта мага, вы люди солнечные, мои дорогие стрельцы, вы оптимисты, вы люди открытые. А карта мага, она нам о других энергиях. Но тем не менее, это вот такая позиция, которая вам помогает. Дела, работа, бизнес. И тут два направления. Решить вопросы по финансам, раз. И умение со всеми договориться, даже с теми, с кем договориться не получилось. Сгладить острые углы. Если была какая-то холодность в отношениях, или вам был нужен человек, а тоже не смогли достичь взаимопонимания, договориться. Вот как будто ваша задача договориться. От этого будет стоять что-то очень важное на кону. Если вы этого не сделаете, есть вероятность застрять вот в этой грусти, в какой-то тоске, в бесконечном омуте мыслей, которые вы будете у себя попросту в сознании прогонять раз за разом, вспоминая, а почему сложилось так, или я бы ему сказал, или а он бы мне ответил. Вот знаете, бывает такой внутренний диалог, который вообще ни к чему не приводит.
И вот этому точно сейчас, ну, ни время, ни место, этому никогда не бывает места, если мы говорим, что анализируем прошлую ситуацию. Здесь, наверное, нужно по-новому, но задача решить вопросы по финансам, и чтобы не было противостояния, мои дорогие. Договориться даже с теми, с кем договориться сложно. И если вот как будто эти два направления упустить из виду или подумать, оно решится потом само. Скорее всего, не решится. Можно упустить собственное солнце. Финансы. Есть как раз возможности, хорошее настроение, финансы будут, но здесь больше на преувеличение. И в этой неделе, точнее, вас что-то порадует. Деньги есть, да. И более того, это паж кубков так выглядит. Это оптимизм, это радость, какие-то хорошие новости, события. Это когда вообще даже хорошее настроение нам обещают. Поэтому мы смотрим на финансы, деньги есть, можно сказать, и дважды, потому что стоит кубок, все-таки у нас 4 кубков, но в этой карте рыбья голова выглядывает как раз из кубка. И это прогноз на благополучие, которое мы должны как будто продолжить. Это карта начала. Может быть, это как возможность новой должности, мои дорогие, и для этого нужно договориться. Или где-то, может быть, и отказать кому-то в деньгах. Если это касается вашей семьи, например. Финансы, управление за финансами нужно брать в свои руки. Не соскользнуть на чьи-то уговоры, чтобы потом, опять же, 9 мечей не получить. Потому что вы-то думали по-другому, а согласились как будто на то, что неприемлемо. Дали себя, может быть, уговорить. У кого-то это, ну, даже в какой-то мелочи, мои дорогие стрельцы, может проиграться, проявляться. Но в последующем, значит, у вас какая-то будет ситуация, когда деньги понадобятся, может быть, буквально вот так, самому, для того, чтобы решить какой-то вопрос, или осуществить что-то, или купить, приобрести, или к вопросу о переезде, смене места жительства, или еще какие-то имущественные вопросы. А вы как будто себя уже обесточили. Вот этого быть как будто тоже не должно. Будьте внимательны. Тут именно на дальнейший период. Да, может быть, пока не надо строить планы, мы сказали, на далекую перспективу. Нужно решать вопросы на берегу или то, что приходит в разрезе этой недели. Но на обесточить себя на будущее как будто нет. Вот есть взаимосвязь между этими картами. Может быть, нам и карта говорит, ты не далекую перспективу с ожиданиями себе строй, а решай, наоборот, вопросы на злобу дня вот этой недели. Личная жизнь. Есть и разочарование. Но это разочарование, вот не договорились с кем-то. Может быть, вам такое условие будет поставлено. Или ты меня поддерживаешь, может быть, и финансами, или нет. Все, разругались, разошлись. Вот я надеюсь, что это мало у кого проиграется. Но с учетом этих карт я могу именно это и понять. Посмотрите, 2 пятерки, мелкие карты. Они не говорят, что это... Даже если противостояние, недопонимание или какая-то, ну, не совсем полная ресурсность, она может оказать на вас большое влияние или иметь для вас большое значение, как будто нет. Но вот на далекий период времени, может быть, потом, спустя какое-то время, недели, месяцы, вы можете как будто пожалеть о том, что дали слабину и на что-то согласились. Поэтому... конфронтации нам сказали быть не должно, надо быть магом. Может быть, у кого-то это договориться по работе, правда. И, ну, где-то закопать топор войны, правда, у кого-то так. А для кого-то из вас это будет важно сказать красиво, мягко, нежно, с улыбкой «нет». Так, чтобы и человек не обиделся, чтобы это не перешло в какой-то спор, как будто мы тут ничего не докажем. Но и с другой стороны, чтобы себе плохо не сделать. Вот буквально и так. И даже если у кого-то из вас может быть эта ситуация, которую описывают нам теперь карты, это то событие, которое уже произошло. Своего рода послевкусие, когда вы сожалеете уже на этой неделе, что что-то подобное вы предприняли раньше. Но, значит, все равно какие-то варианты у вас остаются для того, чтобы решить свой вопрос. Тут именно надо решать как будто то, что касается лично вас.
и за спиной 2 кубка. Достаточно только развернуться. И если мы говорили, что для мага очень важны его мысли, правда, котик у нас милый сидит, и вместо того, чтобы увидеть вот эти 2 кубка, он сожалеет о том, что уже произошло, то, что уже не имеет никакого значения. Будьте магами и волшебниками, мои дорогие стрельцы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.